Закон Фатиха как оправдание братоубийства в борьбе за османский трон был издан одноименным султаном Мехмедом II. Миру он известен по таким именам, как Мехмед Завоеватель, так как именно он завоевал Константинополь, и Фатих Султан Мехмед. Не все знают, почему Мехмед II издал данный закон. Есть вопросы: с кого началась эта трагедия братоубийства, кто стал жертвами кровавого закона и на ком закончилось это так называемое удушение османских шехзаде. Давайте все узнаем. Друзья, привет! Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете, спасибо, что ставите лайк, комментируете и делитесь этим видео в социальных сетях. Сейчас как никогда мне нужна ваша поддержка. Напоминаю, что отныне, но надеюсь не навсегда, ролики после YouTube будут мною выкладываться в сообществе ВКонтакте и на канале Дзен. Все важные ссылки вы найдете в описании и первом комментарии. Начнем. Закон Фатиха. Седьмой султан Мехмед II восходил на османский трон дважды. Оба раза такое решение о султанате принималось им и его отцом Мурадом II. Свое имя Фатих Султан Мехмед Завоеватель он получил благодаря своим невероятным достижениям как в военном плане, так и со стороны законотворца. Больше всего для современной публики этот султан известен как завоеватель Константинополя и как издатель закона Фатиха о престолонаследии. Давайте поговорим о законе Фатиха и вспомним его предысторию. Баязид I, второй султан Османской империи, получивший прозвище «Молниеносный», стал первым наследником османского трона, который приказал убить своего брата, дабы стать султаном. Судьба ему не простила столь кровавый след, устроив смерть его 3 сыновей в междоусобной войне за османский трон. На этом судьбоносная месть вселенной не закончилась, и вот уже внук Баязида, Мурад II, будучи наследником трона, приказал ослепить 2 своих братьев в возрасте 7 и 8 лет. Далее этот крест понес на себе Фатих Султан, приказавший убить своего младшего 3-месячного брата, как только сам взошел на трон. Имея перед собой такую историю борьбы за власть, султан Фатих Мехмед издал закон следующего содержания. «И если кто из моих сыновей получит власть, то братьев можно убить во имя общего блага. Это поддерживается большинством голосов. Пусть действуют соответственно». Нам, потомкам времен Османской империи, необходимо помнить о том, что закон Фатиха носил рекомендательный характер и ни в коем случае не понуждал потомков следовать его заповедям безоговорочно. Однако последователи, занимавшие османский трон спустя много лет, использовали этот закон в своих корыстных целях, безапелляционно для окружающих. Что очень интересно для нас с моей точки зрения, закон Фатиха, его оригинал, долгое время находился не в самой Османской империи, а в архивах Австрии. Оттого есть мнение, что закон этот был фальсифицирован. Ходили даже слухи о том, что его подделала Нурбану Султан, когда внезапно умер Селим, и сыну Нурбану Мураду необходимо было занять трон. А все потому, что у Селима были еще наследники. Но совсем недавно турецкий историк-османист крымско-татарского происхождения Халил Иналджик убедил современников в том, что его исследования доказали подлинность закона Фатиха. Выходит, что его никто не подделывал. Какой результат был у закона Фатиха среди потомков Фатиха Мехмеда Завоевателя? Во-первых, нам нужно знать, что фактически закон применялся в Османской империи вплоть до 1603 года, и, как считается, его жертвами стали 37 шехзаде. Так называемая отмена действия этого закона пришлась на правление султана Ахмеда, далекого правнука Сулеймана Великолепного, который заменил его на далеко не гуманный метод, как кафес. Стоит ли говорить о том, что закон Фатиха имел место быть применимым и после его лживой отмены? Да,
Еще несколько раз в истории он все-таки был применен. Отцы, применившие казнь в отношении своих детей. К таким султанам можно отнести султана Селима Грозного. Он был отцом султана Сулеймана Великолепного. Именно благодаря подозрительности Селима, которому все время мерещились, что его сыновья отнимут у него трон, Сулейман получил османский трон без кровопролития. Его отец просто казнил всех претендентов на престол, своих родных племянников, братьев и 2 собственных сыновей. Лишь один сын, кроме Сулеймана, выжил. Это был Увейс. Его считали незаконно рожденным. Увейса отправили в отдаленный Санджак. Ну а далее традицию убивать своих сыновей продолжил Сулейман Великолепный. Он казнил сына Мустафу и Баязида, не пощадил даже маленьких внуков. Таким образом, Кануни обеспечил Шахзаде Селиму также бескровно восшествие на престол. Здесь хотелось бы отметить, что в Османской империи существовала традиция отправлять достигших определенного возраста шахзаде управлять различными провинциями. Считалось, что там они набираются управленческого опыта. Самый близкий и серьезный Санджак Маниса доставался, как утверждает большинство, тому сыну, которого султан видит будущим правителем. Такая практика продолжалась довольно долго, не одно столетие, но ее разрушил правнук Сулеймана Мехмед III, внук Селима и Нурбану. Начиная с момента его правления, шахзаде больше не уезжали в Санджаки, оставаясь всегда на виду. Мехмед III казнил своего сына Махмуда, которого он подозревал в заговоре с целью свержения отца. Трагедия произошла летом 1603 года. Самые кровавые султаны. Наконец мы поговорим о том, какой след в истории оставил закон Фатиха и кто из наследников престола кого казнил, кто был последней жертвой. Еще до принятия одноименного закона была применена практика казни братьев, мешавших занять трон. Первым, кто казнил своих братьев, был Мурад I, сын Архана Гази. 2 брата Мурада подняли бунт против него, Мурад их убил. Баязид I по прозвищу Молниеносный казнил своего брата, когда тот, как показалось Баязиду, мешал ему. Мурад II, собственно отец Фатиха Мехмеда, отдал приказ казнить своего дядю и 3 братьев. Фатих Мехмед Завоеватель казнил своего брата. Джем-Султан был сослан на остров Родос. Как многие говорят, его потом казнили по приказу Кануни. Селим Грозный, отец Кануни, задушил своих 7 племянников и братьев. Их было 2. Мурад III, сын Селима и Нурбану, отдал приказ казнить своих 5 братьев. Но ветвь кровавого и жестокого первенства история отдала сыну Мурада, Шахзаде Мехмеду III. Это про него есть видео на нашем канале. Он отдал приказ задушить 19 братьев, и именно их вынесли в гробах ранним утром из дворца Топкапы. Далее был небольшой период затишья, когда султан Ахмед изменил практику казни шахзаде и заменил ее кафесом. Однако уже Осман II, правивший всего 4 года с 1618 года по 1622, казнил своего брата. Мурад IV, 17-й османский султан, сын Кесем Султан, прозванный Кровавым Султаном, приказал казнить своих 3 братьев, зайдя на престол. Дальнейшая судьба шахзаде определялась условиями кафеса. Многие сыновья султанов, сидя там, так и умирали, не дождавшись свободы. Некоторые попросту сошли с ума. Были и те, кто выходил из кафеса и садился сразу на османский трон. Но часто, как говорят, такие выходцы из кафеса были нездоровы психически, и от их правления страдал народ. Официальная отмена закона Фатиха. Как я уже говорила, султан Ахмед не отменял закон казни шахзаде. Он заменил его клеткой. Но некоторые историки уверяют, что султан Абдул-Хамид I отменил закон Фатиха в 1876 году. Произошло это с момента его восшествия на престол
после чего появилась Османская конституция, а в ней, в частности, говорилось о том, что верховная власть отныне будет принадлежать старшему сыну султана, а не кому-нибудь. А на сегодня все. Друзья, вы можете захотеть узнать подробности судьбы Шехзаде, сидевших в кафесе. Пишите в комментариях, и я вам эту историю расскажу. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что доверяете. Спасибо, что поставили лайк и поделились этим видео. Всем добра. Вас обняла Оливия.